Надеюсь, это видео будет полезно тем, кто собирается на отдых в Момбасу. Покажу наш личный топ мест, в которых обязательно стоит побывать. И начнем мы, конечно же, с сафари. Мы будем стоять, и если мы кого-то увидим, мы кричим «стоп», он останавливается, и мы смотрим и едем дальше. Савоист – это ближайший национальный парк к Момбасе. Ехать буквально 150 километров. Когда мы въехали на территорию заповедника, первые 20 минут мы не видели никого и уже начали расстраиваться. Но потом нам начали встречаться стада антилоп, зебры, жирафы, пумбы, различные птицы красивейшие, кого мы только сегодня не видели. Мы едем дальше, пока близко только зебры к нам подходили. Надеемся, что сегодня еще увидим кого-то из диких животных, из хищников. Нас вот остановили, показали, что Баобаб. Ага. Восточный Цаво – это один из старейших и крупнейших заповедников в мире. Очень подробное видео этого дня вы увидите на моем канале в плейлисте «Африка». Мы близко прям к нему подъехали. Они прям так близко вообще подошли, круто. И птички сидят маленькие, и его выклевывают, там что-то ищут у него в шерсти. Мы заезжаем куда-то в такие дебри зеленые. Мы сейчас заехали в зону львов, и самое пекло 12 часов дня, и пока львов не видели, мне кажется, они где-то затаились и спят, но мы ждем. Мы были на однодневном сафари, но если у вас есть финансовая возможность, то, конечно, оптимально это 2-3 дня. Если остаться здесь ночевать, то на рассвете обязательно можно увидеть хищников, львов, гиен. Но это, конечно, такие непередаваемые эмоции. На территории Момбасы есть одно удивительное место, где вы можете погулять с жирафами в дикой природе. Название я пишу вот здесь. Все, мы доехали. Это начало и вход. Здесь мы подождем нашего гида. Билет я покупала на букинге. И сейчас покажем ему в электронном варианте. И пойдем. Это Амар, наш гид. И он будет сегодня с нами гулять по заповеднику. Нам сказали, что здесь кроме жирафов, таких больших животных не живут, а конкретно диких. И львов здесь нету, к примеру. Леопардов тоже. Нет тех, кто ест мясо. Вот так вот. Образно. Цикады. Что-то типа цикад. Смотрите, какой ребеночек жирафа. Этот маленький жирафенок. Амар говорит, что ему 3 месяца. Он только недавно родился. Здесь нет вольеров, нет никаких ограждений, и вы можете просто гулять с жирафами по их тропам, сделать какие-то красивые фотографии и просто наблюдать, как они живут в дикой природе. Хотя вот здесь есть такие столики, кормушки, и смотрители приходят и оставляют им здесь корм, жирафы едят, сюда же приходят антилопы забирать у них еду. Интересно очень, парк вообще классный. Они такие милые, так хочется подойти потискать. Сейчас в такое время очень-очень жарко, прям ужасно. Он маленький еще по возрасту, это видно. Нам рассказали, что здесь обитают 250 видов птиц всего. This one is a female one. Yeah? Female, they are like round somehow, and they've got very long tail, claws. Смотрите, какой он милый. Это как наш Паша в аквариуме дома, только это чуть-чуть побольше. И такой тяжеленький, килограмм 6, наверное, он весит или 7. В беседке здесь есть родословные жирафов, и их имена, в общем-то, Валентина, Приз, которого нам показывали. У каждого жирафа, да, есть имя свое собственное. Мы, конечно, по фото не сможем понять, кто это из них кто. Этот день мы проведем на Фунзи, увидим мангровые заросли, крокодилов, песчаные отмели и нереального цвета океан. Фунзи – главный из 4 островов архипелага, и здесь есть всего одна деревня с коренными жителями. Здесь соленая вода, и здесь нет крокодилов, но мы спустимся где-то дальше по реке, там будет вода смешанная, соленая с пресной, и там уже живут крокодилы. Практически весь день мы проведем на реке, и у нас будет очень вкусный обед из морепродуктов. Здесь песчаная отмель, и мы идем посмотрим, вот там вот мелко, а позади меня сразу идет глубина. Здесь хорошо, водичка не горячая, как у нас в океане, она более прохладная. О, такой кайф.
будет прилив, меня полностью затапливает водой, поэтому нас привозят, я думаю, в такое время, чтобы можно было плавать. А прилив будет после обеда, мы уже уплывем к тому времени отсюда. По поводу кухни нас спрашивали, кто что будет, а в основном все и мама взяли себе морепродукты, а я попросила себе что-то, без мяса растительное, что дали. Посмотрим, что будет, фрукты, может, А мы будем есть крабы, которые здесь же вылавливают. Все, плывем уже обедать мы. Принесли вот такой вот салат из зелени и хлеб, но я не голодная. Это Тая, да. Она ж не ест Да морепродукты. не хочу посыть сейчас. Я думаю, что это так и останется стоять на столе. У нас такой скромненький морской обед. Клешни краба и по 4 креветочки. Начнем с креветок. Очень вкусно, но мало. On the river, it is 60 kilometers long. On the beginning of the river, it's large because of the waves. Сейчас мы плывем по руслу реки, где крокодилы есть. Да, здесь обитают крокодилы в этих мангровых зарослях. И здесь вода уже пресная. О, как хорошо. Заплываем в такую теневую зону. И мы видели крокодила, но он быстро нырнул, и мы не успели к нему подплыть и рассмотреть. Да, вода хорошая, но местных просто куча. Страшно вещи оставлять. Но мы вот попросили нашего парня, чтобы он за ними, чтобы посмотрел. Давай. Покажу океан какой здесь. Цвет воды просто нереально красивый. Диани считается лучшим пляжем Кении. Очень протяженная береговая линия, белоснежный песочек, бирюзового цвета вода и чистейший океан. И я в следующий раз буду выбирать отель именно здесь. И вам советую. Здесь на побережье пляжа Диани есть очень много отелей разной звездности, от 3 до 5. Покажем вам еще один очень хороший пляж. И это Ньяли. Он не такой многолюдный, как Диани, кстати. Мы вышли на пляж, он очень длинный, протяженный, белоснежный песок, много водорослей. И в самой Момбасе, кстати, пляж очень достойный. Кайф, водичка шикарная просто сегодня. Она не сильно горячая, градусов 29. И вот это самый кайф. Мы 2 часа с мамой сидели в воде и ничего не снимали без телефона. Мама его все-таки оставила в сумке. Просто поплавали, потому что вода очень теплая. Пляж здесь достаточно хороший. Мне кажется, не так много людей, как было на нашем. Я имею в виду, где был наш первый самый отель. И водоросли здесь все в основном на дне. Нет такого, что они взбаламутиваются. Прям как там. А это мой самый любимый пляж в Кении. Но мы сейчас идем дальше. Пляж классный, ночью выходят большие черепахи океанские. И здесь зарываются в песок и откладывают яйца. Океан уходит. Идем, потому что у нас мало времени. Сейчас отлив, и этот бассейн появляется только во время отлива. Когда вода возвращается назад, его нет, он исчезает. Дальше наш путь лежит по воде. Океан отошел, здесь легко пройти. Сейчас отлив, поэтому мы идем здесь. На обратном пути вода уже поднимется. Как бы можно, пройти здесь, но, наверное... Проплыть мы не сможем, да. Поэтому пойдем как-то через верх. По верху пойдем обратно. Смотрите, это все ежи морские на дне. Такими кучками, стайками. Не дай бог, как говорится, на них наступить. Природный бассейн Африки. Для меня это самое красивое место в Кении. Если взглянуть на это место с высоты, вы увидите точные очертания карты Африки. Здесь есть как ступеньки. Да, такие вон Мухаммед показывает. Аккуратненько.
еле слезла, я не хотела прыгать. Здесь же глубина очень большая. Кайф, водичка прохладная. Мы сейчас перейдем в еще один природный бассейн, в другой, который называется австралийский. Многие туристы сюда просто-напросто не доходят, потому что все они останавливаются на африканском бассейне и не подозревают о существовании австралийского. Но это и классно, потому что здесь самые красивые гроты подводные, которые открываются вашему взгляду именно во время отлива. Когда мы сюда пришли, здесь было очень много людей, а сейчас мы здесь одни. Все. Посмотрите на эту чистоту и прозрачность воды. Для меня это просто какое-то нереальное открытие Кении сегодня. Обычно весь маршрут к африканскому бассейну начинается в этой точке. Но мы зашли с другой стороны, а вернулись сюда. Надеюсь, это видео путешествующим в Кению будет полезным. А на моем канале есть плейлист, который называется «Африка», и там собраны все кенийские выпуски. Добро пожаловать!